Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня будет именно шумоизоляция крышки и капота. То есть с тех пор, как я заклеил капот виброй, видео будет по ссылке доступно в описании. Я сломал, значит, вот эти 4 клипсы. Раз, два, три, 4. Вот, клипсы либо одноразовые, либо очень сильно задубели, которые держали вот эту шумоизоляцию. И пока я ждал клипсы в заказе, я обнаружил, что из-под капота идет сильный высокочастотный шум. То есть либо это форсунки, либо клапана. Ну, в общем, шум просто невыносимый. Если отойти в тихом месте от машины примерно на 3 метра, то слышно весь этот высокочастотный звук. Поэтому я решил, чтобы сделать раз и навсегда и использовать еще один комплект новых заказанных одноразовых клипс, я решил, что нужно сделать и шумоизоляцию. Примерно как выглядит материал. Вот такая вспененная резина. То есть это материал, аналог шумов Комфорт 6. Толщина 6 мм. Вспененный каучук. Заявлено производителем, что он не горючий, самозатухающий, но перед тем, как что-либо клеить под капот, я, конечно, отрежу кусок, мы его попробуем с вами поджечь и посмотрим, насколько он действительно пожаробезопасен. Производитель заявляет, что он выдерживает температуру до 130-150 градусов. Вот, сначала мы это с вами проверим, и только потом, если у нас удастся, эксперимент удастся, то мы наклеим под капот. Значит, я купил аналог материала шумов Комфорт 6 местного производства. Он стоит несколько дешевле, но в описании по ссылке я вам напишу именно про Комфорт 6, так как его найти во всех регионах проще. У нас просто местная какая-то организация выпустила что-то свое, и стоит он, конечно, дешевле, чем шумов Комфорт 6, аж на целых 300 рублей за лист. Итак, вот я отрезал тестовый кусочек, давайте попробуем его поджечь. Пахнет он, конечно, очень неприятно, но он действительно затухает. Все, клеить можно. Так, вот из подручных материалов я изготовил трафарет, то есть я наложил лист бумаги, обвел его, вырезал. То же самое сделал с материалом. Вот такие вот заготовочки у нас. То есть сейчас буду обезжиривать и наклеивать в каждое вот это вот гнездо. Вот эти вот два окна у нас идут одинаковые, но только зеркальные, поэтому для них, вырезав одну часть, я зеркально вырезал сразу же и вторую. То есть один трафарет на два изделия. Все, сейчас я их обезжирю, приклею и покажу. Вот так вот у нас получилось, не очень эстетично, но должно быть эффективно. Сейчас буду нарезать трафарет сюда и огромный вот такой вот кусок сюда. Еще хотел добавить про материал, не помню, говорил нет, чем обусловлен выбор именно такого материала. То есть про его негорючесть я уже говорил, и мы ее проверяли. Про температуру 130-150 градусов тоже говорил. Теперь хотелось бы еще одно преимущество материала отметить, это влагостойкий слой клея. То есть от влаги, которая у нас здесь довольно регулярно присутствует, у нас ничего не отклеится. То есть этот материал нам подходит по всем параметрам. Назовем его супер универсальный материал. Сейчас, значит, у нас уйдет небольшая часть, а лист у нас 1,75 м. Небольшая часть у нас уйдет на, значит, капот, а то, что останется, мы приделаем на локеры. Не знаю, видно вам или нет.
Ну, в общем, локеры будем, когда передние снимать, мы их немножко тонкой виброй сделаем, и остаток материала как раз туда у нас уйдет. И толщина 6 миллиметров нас как раз устраивает полностью. У нас локеры хорошо встанут на место без всяких проблем. То есть таким образом мы еще и про вибро шумим за те же деньги, и локеры передние. Вот что у нас в итоге получилось. Здесь я заклеил по максимуму, чтобы максимально под воздуховодом у нас все было закрыто. Все, теперь берем вот эти вот новые одноразовые клипсы и будем ставить штатную шумку. Дальше поставим воздуховод. Клипсы там тоже частично поломаны. В общем-то и все. Всем спасибо, что смотрели. Всем удачи в работе.